Привет, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Наконец-то я дошел до своей первой землянки. Ей уже более года, ну практически, наверное, полтора. А тут еще и новогодние праздники на носу, прям буквально до Нового года остается 4 дня, да. Я решил навестить свое подземное укрытие, строение. Во-первых, проверить, все ли здесь в порядке. Начнем с этого. А во-вторых, настроение, повторюсь, таки праздничное, поэтому особо каких-то дел делать не хочется, а здесь их, в принципе, скажем так, и нет практически. Хотелось бы украсить помещение, землянки, подготовить его к Новому году, то есть повесить гирлянды внутри и снаружи. И в-третьих, я уже давным-давно хотел поискать утечки тепла. А где вот эти утечки идут и как их найти? В этом мне поможет тепловизор. Но давайте не будем забегать вперед. Садитесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек. Да, в принципе, уже Новый год на носу, можно что-нибудь и другое налить. Желаю вам приятного просмотра. У меня давно было желание посмотреть утечки тепла в своем доме. И, честно говоря, я не знал, что есть вот такое мобильное устройство, тепловизор для смартфона от Gadget Guide Mober Air. Он позволяет на профессиональном уровне решить ряд бытовых проблем, не прибегая к помощи специалиста. Найти и устранить утечки тепла или холода в квартире или загородном доме. Выявить дефекты электропроводки, водопроводной системы или системы кондиционирования. Обнаружить места перегрева в бытовой технике и многое другое. Мне очень нравится, что устройство очень компактное и поставляется вот с таким вот специальным кейсом и шнурком. Важно понимать, что работа с этим тепловизором не требует каких-то особых профессиональных навыков. Работает он с бесплатным приложением как на Android, так и на iOS. Ну, естественно, есть два варианта исполнения с разъемом Type-C, как у меня, и Lightning. Как вы уже успели заметить, я сегодня взял целый рулон утеплителя. Давайте посмотрим, поищем, где у меня есть утечки тепла, и пробьем их джутом. Вот я уже сразу же вижу, прямо над дверью, в самом углу, ну вот где-то вот здесь вот примерно, да? Видите, тепло идет красное. Ага, хорошо, прям уходит.
Надо будет там пробить. Вот она. Вот здесь вот. Пока я вижу две проблемы. И хорошие такие утечки тепла, между прочим. Самое главное, что теперь тепло не будет выходить из моего дома. В самом углу, прям вот здесь вот, смотрю, прям все синее-синее. И вот там вот тоже синеватое. 11 градусов, ничего себе. То есть стена 26, 28, а в том углу 9 даже градусов, представляете? Кстати, тепловизор для смартфона от Dadget Guide Mover Air – отличный подарок себе и близким на Новый год. Тепловизор представлен в различных маркетплейсах, и приобрести вы можете его в любом удобном для вас. А ссылку для вашего удобства я оставлю в описании и закреплю в комментарии под видео. Да, классная штука, конечно. Помню, в прошлой квартире, когда я еще жил, я как-то раз стал затапливать соседа снизу. А у меня дело в том, что трубы проходили прямо в полу. Все водопроводные трубы, представляете, то есть и горячая, и холодная вода. Но там вообще газовое отопление было, газовый котел стоял, который нагревал воду, так как для душа там, да, грубо говоря, так и для батарей. И вот как раз таки к батареям шли трубы в полу, забетонированные. Под стяжкой они находились. И приходит сосед как-то снизу ко мне, говорит: затапливаешь меня? И представляете, искать протечку, где вода уходит, вскрывать весь пол. Это, ну, блин, такая проблема для меня тогда была. Но вот будь тогда у меня такое устройство, я спокойно мог бы, просто наведя тепловизором, я бы смог понять, в каком месте у меня утечка. И не пришлось бы дополнительно тратиться и вскрывать вообще практически весь пол на кухне. Снега в этом году у нас очень мало. Наверное, выпал где-то в других регионах, а нам не досталось, всего не хватило. Ну или уже и снег начали воровать, не знаю. Снега, ну, сантиметров 10, наверное, лежит, может быть, там 15 от силы. Ни о чем, короче говоря. Если в том году я заходил в лес и какой там по колену, чуть ли не по пояс проваливался, то в этом году даже и не светит. Ладно, это все лирика. И я думаю, пора заняться украшением моего дома, моего жилища, так как, наверное, у вас уже все готово для празднования Нового года, а у меня еще пока нет. А тем более сегодня у меня будет вкуснейший ужин, и хотелось бы его провести в такой атмосфере уюта и праздника.
хорошо. Морозец на улице, а здесь уже плюс 15. На улице я не знаю сколько, но прям градусов, наверное, ну, десятка точно есть. Я думаю, даже 15 где-то. Сегодня я утром вышел, когда с утра часов в 7, наверное, в садик ребенка отводил. Минус 19 было. Вот. Ну, а сейчас уже темнеет, вечер. Я думаю, как раз примерно такая же температура. Она понижается. Фу, отлично. Настроение праздничное теперь у меня. Надо накрывать на стол. Дела все сделал. Отлично, да, вот так вот приходить в землянку и, в принципе, не напрягаться. Поэтому я вот сюда, в эту землянку, стал очень любить приходить. Сюда приходишь, каких-то дел глобальных нет. Так, по мелочи, там, тут подремонтировать, тут пробить льном утеплителем, украсить землянку, да, еще что-то там подмести, убраться немножко. Ну, так, чисто порядок навести, там, дрова заготовить. В общем, уже уют практически домашний. Вот именно в этом доме, в этой землянке, в этом подземном доме, наверное, даже так будет правильнее. Готовить сегодня я буду карпа. Да, я хочу запечь в своей печке карпа. И приготовлю еще салатик. Но самая главная проблема, по сути, в готовке на сегодня, это в очистке карпа. Я купил целую рыбину, ну, что-то я уже большую показываю, где-то вот такую, наверное. Сейчас надо его почистить, все внутренности убрать. Вообще, карпа я решил приготовить не просто так, а отдать дань традициям некоторых стран. Ну, во-первых, позавчера было Рождество, ну, 25 декабря, да? У нас-то оно 7, а в некоторых странах оно 25 отмечается. И, например, в Чехии и Польше в этот день любят готовить жареного карпа. Преимущественно в духовке, как я знаю. И, собственно, вот такая вот дань традициям других стран. Даже интересно, какой карп получится у меня в печке земляночной. Гирлянду пока решил выключить. Свет надо экономить. Ну все, рыбку почистил. Ой, хорошо. Тепло, уютненько. Даже не знаю, с чего начать. Либо с салата сначала, да, либо, может быть, рыбу сделать и завернуть в фольгу. Наверное, да, все-таки рыба здесь будет мешаться, поэтому в первую очередь замариную рыбу, где-то, наверное, минут 40, час, как минимум, рыба будет мариноваться в сметане со специями, а брюхо я набью луком. Я, кстати, что хотел сказать, Новый год уже вот прям, да, на носу. И в том году я загадывал желание набрать 100 тысяч подписчиков. Вы представляете, да, такое желание, там, год назад, в декабре месяце, когда у меня на канале было, по-моему, 7 тысяч подписчиков, или даже 7,5. Ну, прям очень мало людей было, зрителей. И это было весьма амбициозно, скажем так, загадывать такое желание. В этом году, конечно же, я тоже загадаю желание, оно совершенно точно не будет связано с Ютубом вообще никак.
И в свою очередь я хотел бы пожелать вам, чтобы ваши желания тоже сбылись и притворились в жизнь, независимо от их амбициозности. Пахнет прям рекой. Вот почему речная рыба мне больше, ну не то чтобы больше нравится, а вообще речная рыба мне нравится с запахом вот этим речным. Прям запах Волги, потому что я все-таки живу на реке, ну как, не на реке, а около реки Волга. И я очень рад этому, что живу здесь. Ладно, что-то я заболтался. Настроение просто сейчас хорошее. Надо, наверное, даже еще и гирлянду включить, чтобы огоньки там мигали, землянка красиво подсвечивалась, а я буду готовить. Пусть рыбка теперь лежит, маринуется, а я займусь салатиком. Вкуснятина. Оливковое масло и маслины. И салат готов. Ну и давайте подведем некоторые итоги этого года. Пока дрова прогорают в печке, нужно дождаться появления углей. По первой землянке, по этой, ну тут в целом все понятно. Все, что хотел, я по сути сделал еще в том году, наверное, даже. Были планы по строительству третьей комнаты. Я понял, что делать что-то в первой, это уже, ну, закапывать себя. То есть, если бы я продолжил развивать эту землянку, начал бурить третью комнату, то я перестал бы вообще, в принципе, как-то развиваться. То есть, просто бы закопался. Землянки, 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 землянки. Я предпринял попытку, да, как-то заняться чем-то другим. То есть, нашел избу, побывал в тайге. Вообще давно хотел и очень рад тому, что там побывал. Побывал в таежной избе и даже видел заброшенную таежную избу.
которую начали восстанавливать. Ну, вы, в принципе, в последнем видеоролике это все могли видеть. Да и вообще, как-то постарался разнообразить то, чем я занимаюсь. И поэтому третья комната в этой землянке была бы просто глупостью. Если бы я ее начал рыть где-то в сентябре, в октябре. Я, кстати, даже приезжал сюда в сентябре, по-моему, да, в конце сентября с лопатой. Приехал и думаю, все, сейчас начинаю рыть третью комнату. А потом что-то меня раз мысль осенила: не, Леха, не надо. Ты просто закопаешь себя в землянках навсегда. И поэтому я не стал делать третью комнату, а предпринял попытки, повторюсь таки, по движению вперед. И, не знаю, ну, для меня это движение вперед в любом случае. По съемкам каких-то других форматов видеороликов. Кстати, домик на дереве, да? Вообще шикарное местечко. Спасибо Вове за то, что он разрешил мне посетить его. Вот. Поэтому третью комнату я здесь рыть не стал, в первой землянке. А со второй, тоже интересный такой момент, я же хотел сделать вторую землянку быстрой. То есть приехать, там за 3-4 дня построить, сделать ее минимально удобной для меня, для посещений. И как бы все на этом. Но что-то так я увлекся этим проектом, что вот мне она даже начинает больше, даже не начинает, мне она даже больше нравится, чем моя первая. Да, здесь там уютнее в плане вот этих досок, обшивки, там потолок, стены я обшил. Но вторая землянка, она реально в таком месте, где постоянно я встречаю животных. Косули — это какой-то бич второй землянки. Были такие моменты, что я просто просыпаюсь, выхожу там с чашечкой кофе, грубо говоря, с утра, и смотрю, там косуля прям в 50 метрах от меня, раз вскочила, побежала. То есть она где-то спала там рядом. Сколько я на них натыкался за этот год косуль вживую. Я видел, наверное, штук, не соврать, но штук 60-70 точно. И все это вот там, около второй землянки. Мне невероятно нравится то место тем, что там есть ручей. Здесь ручья нет. И по поводу ручья тоже есть интересные идеи и мысли на следующий год. Ну, тут загадывать пока не буду, неизвестно, как у нас вообще вся жизнь будет складываться дальше. В целом, подытожу, мне год понравился, в плане работы я имею в виду, моей лично. Есть какие-то недоработки, ну, идеальных строений не бывает. То есть во второй землянке у меня там вообще косяков море, на самом деле. И как раз вот именно надо будет заниматься и исправлять. Такие вот дела. Ну да ладно, давайте уже дождемся, когда появятся угли. Сбегайте за бутербродами. А я пока немножко посижу, расслаблюсь тут, отдохну. Все-таки не каждый день есть такая возможность просто сидеть около печки, поглядывать в окошко, как мигают лампочки у гирлянды, и наслаждаться времяпровождением. Блин, я забыл самое главное. Столько болтал, забыл сказать просто-таки огромное спасибо Владимиру из Бреста и его дочке Нине. Володь, если у тебя будет все плохо с работой, то знай, из тебя получится просто офигенный пиар-менеджер. Ну и, конечно же, спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы смотрите мой канал, за то, что вы его поддерживаете, за то, что пишете лайки. И даже спасибо хейтерам, так называемым, которые ставят дизлайки. Я всегда в конце каждого видеоролика прошу поставить дизлайк этих людей. Ну, потому что им будет приятно, а мне тоже будет приятно, что им приятно. Любая реакция, повторюсь таки, на просмотренное видео будет полезной и для меня,
и в том числе и для алгоритмов YouTube. Вот. Спасибо всем огромное еще раз. Ух ты. Мясо прям слазит с косточек. Офигеть вообще просто. Такое нежное. Ну что, хотел бы поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом. Очень хочу, чтобы у вас все было хорошо дома. Тихо, спокойно, никакой лишней суеты, чтобы всегда был порядок в финансах, чтобы вас любили, ценили, уважали. Ну и, конечно же, самое главное – это здоровье. Потому что если есть здоровье, то у вас будет, в принципе, все при вашем желании. С праздником, с наступающим Новым годом вас! Это был канал Лесной Строитель. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Это 3. Вау, вот это видок. Время 4:30. Это стоило того, чтобы встать так рано.
России.